Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу об одном из способов, как можно очистить стеклокерамическую плиту от таких вот матовых, белесых пятен, а также от радужных пятен, которые не удается удалить даже профессиональными чистящими средствами для стеклокерамики. Я буду очищать вот эти две конфорки. Для этого нам понадобится всего лишь обычная лимонная кислота. Берем 3 чайные ложечки с горочкой и заливаем небольшим количеством горячей воды. Приблизительно миллилитров 50. Необходимо, чтобы лимонная кислота полностью растворилась и раствор получился очень концентрированным. Теперь я наношу данный раствор на вот эти матовые пятна. При этом я использую обычный ватный диск. Как долго нужно выдерживать раствор с лимонной кислотой на поверхности пятен? Это, друзья, конечно же, зависит от ваших пятен. В каких-то простых случаях ждать вообще не нужно. Достаточно просто потереть ватным диском либо тряпочкой, и плита у вас уже будет чистой. В средних случаях нужно подождать. Это может быть 5-10 минут до часа-полутора. И основная масса пятен уходит полностью. А в редких случаях, если вы, например, плиту не часто протираете и готовите на грязной плите, то очень быстро вы можете получить такие толстые матовые пятна, с которыми нужно немножечко повозиться. А именно оставить раствор с лимонной кислотой на длительный период, лучше всего на ночь. При этом желательно обложить данное пятно ватными дисками, пропитанными лимонной кислотой, чтобы раствор не высыхал. И дополнительно можно накрыть еще пищевой пленочкой. А утром вы все это убираете, протираете тряпочкой, и плита у вас идеально чистая. В центре конфорки налет всегда получается толще, поэтому ему следует уделить больше времени. Несмотря на то, что лимонная кислота справляется с такими сложными загрязнениями, как матовые и белесые пятна, бензиновые пятна, не поддающиеся специальным чистящим средствам для стеклокерамики, в то же время лимонная кислота не убирает абсолютно все загрязнения. Например, если во время готовки у вас упали макароны на горячую конфорку, либо убежало молоко, вот такие загрязнения лимонной кислотой вы не уберете. Здесь нужен другой подход. Необходимо применить обычную пищевую соду. Также берем приблизительно 3 чайные ложки соды, заливаем маленьким количеством горячей воды, для того, чтобы сода полностью растворилась, но раствор получился концентрированным. Берем чистую губку и начинаем протирать загрязнения. Этого практически в 95 случаев достаточно, чтобы убрать пригоревшую еду. Если же у вас что-то очень сильно пригорело, то тогда мой предложенный вариант с содой может не сработать, и нужно его модифицировать, использовать уже нагрев конфорки с добавлением воды. Подробно, как это сделать, я рассказываю в своем первом видео, как очистить стеклокерамическую плиту без химии и скребка. Кому интересно, ссылочка будет внизу под роликом и также здесь вверху. Обе конфорки у меня очень хорошо очистились, но на нижнюю, которой мы очень часто пользуемся, ушло больше времени. Теперь разберем, почему же очистка стеклокерамики с помощью лимонной кислоты может не получиться. Первая причина – вы сделали недостаточно концентрированный раствор лимонной кислоты. Например, вместо 3 чайных ложек вы взяли 1. Я такой вариант пробовала, очистки вообще не получается. Поэтому, чем более концентрированный раствор вы сделаете, тем быстрее вы очистите свою плиту. Вторая причина. Перед началом очистки плиты с помощью лимонной кислоты плита не была абсолютно холодной. Если плита горячая, либо слегка теплая, то это может повлиять на лимонную кислоту, и у вас на плите могут появиться какие-то непонятные радужные пятна. Все это можно убрать с помощью раствора с содой, о котором я рассказывала. Еще одна причина. Перед тем, как применить лимонную кислоту, вы почистили плиту специальным чистящим средством для стеклокерамики и недостаточно хорошо его смыли. И остатки данного средства могут прореагировать с лимонной кислотой, и у вас может тоже получиться странный итог. Опять же, чтобы все это нейтрализовать, берете раствор с содой и очищаете плиту. Очень важно использовать чистую новую губку, либо, например, ватные диски. Если вы используете губку, которая раньше применялась для мытья посуды, в ней тоже могут быть какие-то остатки химических средств, которые хорошо реагируют с лимонной кислотой. И в итоге у вас может получиться
получиться какая-то странная химическая реакция. Это основные причины, почему может не получиться, базируясь на ваших многочисленных отзывах. А если у вас будут вопросы, обязательно пишите, мы их разберем вместе. В общем, для очистки стеклокерамической плиты достаточно двух средств. Это кислота лимонная и также сода. Если их применить правильно, у вас плита будет идеально чистая, и вам вообще не нужно тратиться на какую-то покупную дорогую химию. А на этом, друзья, у меня все. Я с вами прощаюсь и до новых встреч!